Я всех приветствую, друзья, на канале. Итак, для этого видео я решил наконец-таки взять и купить на Озоне китайскую видеокарту RX 580 за 5800 рублей или почти целых 6000. Не помню точно, какая там была стоимость, но, короче, я заказывал эту видяху из Китая через Озон. Ждал я 3 недели, потом, значит, смотался на почту, забрал, и вот в целом я уже, как и сотни, не знаю, тысячи людей, совершил очередную тупую покупочку в надежде сэкономить или просто быть умнее всех и получить за копейки, считая новую видеокарту, и что которая все потянет. В общем и целом потянет она, конечно, потянет, и я скажу наперед, но есть очень интересные нюансы, которые ставят крест на всем буквально в прямом смысле слова. И ладно, там мне в целом, хоть и неприятно, конечно, 6000 рублей было потратить, это можно нормально, скажем так, покушать пару дней или купить новые штаны, но вот люди, которые реально не имеют лишних 6000 в кармане, например, школьники, они точно будут в осадке от такой видеокарты. И что самое интересное, в этой видяхе все сочетается, как в пословице, про какашку в красивой обертке. И карта реально красивая, очень аккуратная, но опять же есть, конечно, сюрпризы. Плюс в этом видео я решил еще ради интереса, знаете, сравнить эту видяху за 6000 с новой видеокартой за 76 тысяч, в 12 раз дороже, что просто оценить, насколько вперед улетели современные технологии, да и вообще, что такое видеокарта в 12 раз дороже может дать нам за 76 тысяч против китайской видяхи за 6000. Это интересно. Это новая RTX 4070 Super, и все это будет буквально после небольшой рекламной информации и тоже для геймеров. Друзья, купить игры, в особенности новинки от студий, ушедших из России, становится все сложнее и сложнее. Привычные способы пополнения баланса перекрывают, а некоторые студии и вовсе отключают ту же активацию ключей от своих проектов в РФ. Решение, к счастью, есть, и это Купикод. Купикод — это игровая экосистема, сервис, который позволяет просто, дешево и безопасно пополнить Steam всего за 3 действия. Вводим логин, никаких паролей сайт не запрашивает, вводим сумму и нажимаем «Оплатить». Также в Купикод без лишних заморочек можно купить игры на свой российский аккаунт от студий, ушедших из РФ. Создатели сервиса делают упор на честность и взаимодействие с комьюнити, благодаря чему вы, например, можете участвовать в разных турнирах, а постоянные клиенты сервиса получают разные плюшки по программе лояльности. Вот, к примеру, сейчас Купикод разыгрывает Steam Deck. Пополнив Steam, у вас есть шанс выиграть портативку от Valve. Купить игры или пополнить баланс своего кошелька можно по ссылке в описании, а по промокоду Шелест вы получите дополнительную скидку в 2% комиссии на пополнение и 10% скидку на покупку игр с гифтом. К тому же сейчас в Купикод действует акция «Первое пополнение проходит без комиссии». Так что, если вы планировали закупиться, вводите промокод Шелест и закупайтесь вместе с Купикод уже сегодня. Всем удачи, но мы вернемся к теме нашего видео. Итак, хотелось бы сразу выделить комплектацию китайской RX 580 за 6000 рублей, и она тут на удивление приличная. Помимо самой видеокарты, как вы уже заметили, идет флешка, отдельная флешка на секундочку, на которой скорее всего находятся драйвера для видеокарты. Это нормальное решение вместо диска с драйверами для тех, кто вообще не имеет дома интернета в 2024. Такие тоже бывают. Я вставил, в общем, флешку в ПК, проверить, разумеется, и да, там идут дрова и сама флешка на 1 гиг. В общем, едем далее. Теперь у нас также в комплекте имеется переходничок для видеокарты с 8 пин на 8 пин коннектор. Тоже для тех, кто имеет очень старый и слабый блок питания. Это очень полезная штука. Одним словом, китайцы думают о бюджетниках и сразу предоставили бич-набор. В принципе, это все. А что насчет комплекта видеокарты за 76 тысяч, именно RTX 4070 Super, то и тут все то же самое. В принципе, идет в коробке сам видеоускоритель. Далее тоже имеется переходничок NVIDIA на 12 пин. И в целом на этом комплект как бы заканчивается. Нет, тут, конечно же, не находится никакая флешка, да и не нужно в целом, все качается с инета, самые свежие дрова за 5 минут буквально. Но если честно, за 76 тысяч, конечно же, хотелось бы, ну хотя бы иметь брелочек или наклеечку чисто для утешения, поздравить покупателя с тратой 76 тысяч. Вот, скажем так, утешительный приз. Короче, вот такие они две видеокарты. Мне, если честно, они обе нравятся внешне. Белая тоже весьма симпатичная, она полностью белая, даже покрасили трубочки в белый цвет, и, разумеется, у нее компактные размеры и вес тоже она имеет. Есть на боковой стенке подключение через 2 дисплей-порта, также имеется один HDMI, однако, знаете, не совсем прям идеально собрана сама данная видеокарта. Есть у нее заметные щели на корпусе, такие, знаете, несостыковочки, словно собирал ее пьяный мастер, но все равно вспоминаем, почем цена у нас 5800 или 6000 рублей, и понимаем, что за эти денежки спасибо, что хотя бы не кирпич в коробке. Есть очень немало вопросиков
вопросиков именно по поводу маркировки на самой карте, и на коробке тоже ни слова про RX 580, потому что там вообще как бы, ну, должно было хотя бы хоть что-то написано, а так не сказано вообще абсолютно ничего. Просто белая видяха, на вид она вроде бы как новая, не разбирал, честно, не нюхал, не проверял, мне это абсолютно не интересно. Все мы и так прекрасно понимаем, что это восстановленная бэушная плата, спаянная из различных частей в одно целое, и надеяться на то, что это будет настоящий RX 580 на 8 VRAM, это то же самое, что верить не знаю, что на Озоне можно купить сегодня SSD-шник на 2 терабайта за 3000 рублей. Короче, вот такие они, эти две видеокарты, и 4070 Super тоже по привычке отпалит, полностью черная, и китайская полностью белая, и в целом, знаете, я даже не знаю, что можно вообще еще добавить. Наверное, самое время зарядить эти видеокарты в мой компьютер и начать сравнивать, тестировать именно вживую. Мой компьютер все и так уже знают, я снимал о нем видео недавно, там стоит i5 14600K, 32 оперативы DDR5, в общем, процессор не станет точно узким местом для RX 580, точнее, он станет самым широким местом и вытянет ее за уши, я думаю, без проблем. Поэтому, если увидите 80, 90, 100 кадров на данной видеокарте за 6000 рублей, то учтите, обязательно учтите, что половину из этих FPS нам принес i5 14600K своей мощностью. Обычно такие видеокарты, вы сами понимаете, за 5000 берут люди, ну, с куда более слабым железом, например, там, не знаю, с древним i3 или Ryzen 8-летней давности, так что обязательно это имейте в виду. Тестируем мы на довольно мощном компьютере. Ну, окей, ладно, начнем, пожалуй, давайте с RX 580, раз уж такая пошла песня. Я подсоединил ее в мой компьютер, завелась она сразу и прекрасно, это уже успех, и как видим, у нас, значит, в GPU Z видно, что указано RX 580, но с приставкой 2048 SP. Что это значит, вы спросите? А это значит, что это подрезанная по текстурным блокам, кажись, там китайская версия RX 580, и по мощности она сопоставима как раз с RX 570, так что да, это 580, но упрощенная 580 до уровня 570, но это абсолютно не критично, все равно у нас 8 VRAM, все равно даже пусть это RX 570, все равно за 6000 это в принципе и так сойдет. Что ж, разумеется, тестировать 580 или там, не знаю, 570 в идеале, конечно же, желательно Full HD на Ultra, а вот RX 470 Super можно даже тестировать в 4К, но я буду на своем широкоформатном тестировать мониторе в разрешении 3440 на 1440 на Ultra. Однако в прямом сравнении именно Full HD RX 580 вполне себя нормально ведет, и, например, в Counter-Strike на самых предельных Full HD с включенным FSR в режиме качества видяха за 6000 выдает в среднем от 90 до 150 кадров, то есть в перестрелках у нас 90-100 и в перемещении простом по карте 130-140, но вот если вы, скажем так, на вашем пути встречаете смог или просто дым, то это прям, ну, беда-печаль, сразу падает фрейм до 50-60 кадров буквально в 2 раза. Не знаю, честно, с чем это вообще связано, но, например, с RTX 4070 нет таких приколов вообще, там стабильный 320-340 FPS, более чем все отлично, да и работает она очень и очень тихо, а вот RX 580 вообще, если честно, имеет очень шумные вентиляторы, они просто стартуют сразу на скорости вертушек под 40%, именно на отметке 55-60 градусов. Такая маленькая видяха прикрывает, ну, по сути, своим шумом буквально все железо в сборке с водянкой на 6 вентиляторов, так что видеокарта довольно шумная именно в авторежиме. Единственное, что можно как бы ее утихомирить, это вручную в MSI Aftoburner выставить, например, вращение вертушек на 30%, и будет хоть, ну, знаете, не так сильно слышно саму видеокарту. Зато есть и положительная сторона таких шумных вертушек, это низкая температура видеочипа, она не поднимается выше, чем 60-62 градуса, что не может не радовать в целом, это точно. Хотя до результатов 4070 Super все равно ей еще далеко, там у нас 54-55, очень и очень низкая температура. Вот в целом, вот пока что результат у нас такой себе, скажем, нормальный, что 580 китайская, что 4070 Super отрабатывают свои денежки более чем предсказуемо. И теперь давайте с вами повысим требования и запустим, например, Rainbow 6 на ультра настройках Full HD. Тут в целом, знаете, тоже ожидаемо высокий фрейм у 4070 Super, именно что-то там, по-моему, по 400 FPS, и не менее приятно удивила RX 580 за 6000 рублей. Она на Ultra Full HD без FSR выдает 80-90, почти 100 кадров, и это прям, знаете, идеально для сетевых шутанов. А если еще и вспомнить цену за эту китайскую видеокарту, так вообще просто сокровище. Действительно, если подумать, нужна человеку, скажем, видяха для Full HD моника, и на руках у
него есть не больше 5-6 тысяч, то, конечно, вот такие видеокарты из Китая и решают вопрос моментально. Однако не стоит забывать, что я тестирую опять же на весьма и весьма мощном компьютере с процессором за 35 тысяч рублей, плюс память DDR5 на частоте 6000. И думается мне, что покупают видяхи за 5-6 тысяч как раз не в такие вот сборочки, а на Xeon какие-нибудь там ставят, это в лучшем случае. Так что мысленно отнимайте от 90 FPS в Rainbow 6 примерно 40% от фреймрейта под свой старенький компьютер и получите как раз там 55, возможно 60 кадров, не больше. Это важно помнить, а то сейчас, вы знаете, увидят это видео школьники и полетят заказывать себе RX 580, думая, что у них тоже будет 100 FPS в Rainbow 6. Нет, у вас будет как раз в 2 раза меньше, так что об этом стоит обязательно помнить. Окей, друзья, в конце давайте все же добьем RX 580 и нормально уже затестим RTX 4070 Super и запустим Киберпанк на ультра, но без лучей, так как 580 не поддерживает трассировку, разумеется. Короче, я выставил ультра, но с включенным FSR 2.1 в режиме качества, и как видим, вот он предел RX 580 и далеко не предел 4070 Super. 580 китайская работает примерно как работает Киберпанк на PlayStation 4, скажем так, это 25, возможно 30 кадров. Хотя, совести ради, стоит признать, что и 25, и 30 кадров это тоже нормально для некоторых. И если прям буквально понизить, 2-3 опции, поставить не ультра, а скажем высокий и FSR с качества перевести на баланс, то уже будет у нас стабильные 40 кадров. И это просто замечательно. Конечно, на фоне 120 FPS на 4070 Super радоваться 40 кадрам это странно, но там как бы уже и видяха, простите меня, стоит 12 раз больше, да и загружена она не на полную, потому что настройки без трассировки, да еще и Full HD для 4070 Super это вообще несерьезно. И нужно ставить там 3440 на 1440 с лучами и DLSS. Вот тут, да, конечно, 4070 Super уже выдает 80-90 кадров. Это вот просто идеальные условия для этой видеокарты. Так что, да, для такой мощной видяхи юзать Full HD это, если честно, неправильная трата денег. Ее лучше брать только если у вас хотя бы 2К монитор или ультраширокоформатный монитор или даже 4К, а вот для RX 580 Full HD на ультра это прям супер идеальные условия. И знаете, на этом моменте возможно было бы просто закончить это видео, мол, да, смотрите, прикольно, китайцы сделали видяху за 6000, что тащит все, это прекрасно, замечательно, берите ссылки в описании. Но есть, друзья, одна очень неприятная история, о котором я вам и рассказывал в начале видео, и она по сути ставит крест на этой 580. И вот эта проблема как раз таки вылазит только, еще раз повторюсь, только если 580 начинаешь использовать с мониторами в разрешении выше, чем Full HD, потому что в Full HD все отлично, все работает, нет проблем, да, шумит, но в принципе все в порядке. Но как только ты вырубаешь на мониторе, скажем, широкоформатном высокое разрешение, например, 3440 на 1440, как на моем мониторе, то вот тут, друзья, и начинаются приколы. Например, это временное искажение дрожания картинки, что ли, такое вот поддергивание, или что еще хуже, полностью на 1-2 секунды просто тупо тухнет экран. Да, вы не ослышались, на 2 секунды прям исчезает изображение, и потом, оп, снова оно появляется. Это ужасно бесит, если честно, и такое случается не раз там в 5 минут, в 10 минут, а буквально каждые 15-20 секунд, от чего за таким монитором просто невозможно вообще работать и запускать игрушки. Это очень странная хрень, если честно, я все перепробовал, и порты менял в разные дисплей-порты, подключал, ставил кабель в HDMI, везде одна и та же проблема, тупо тухнет экран на секунду, плюс дрожание картинки временами. Скорее всего, такое высокое разрешение монитора, как 3440, как-то, не знаю, несопоставимо со входами самовидеокарты, или там устаревшие коннекторы, стандарты коннекторов, или кабель новой серии, или, скажем, вообще перегревается контроллер передачи картинки на самой карте, но именно Full HD все в порядке, а переходишь на высокое разрешение, все, сразу начинаются приколы. Так что китайцы снова всех обхитрили, они рассчитали так, что покупатели таких видеокарт по 6000 рублей будут, явно не люди с мониторами по 70 тысяч с высоким разрешением, там типа 4К или Ultra Wide, и поэтому они сделали ставку исключительно по железу на стандартные мониторы Full HD, а тут внезапно взял человек вроде меня и подрубил их видеокарту к ультраширокому монитору и раскрыл вот такие вот интересные сюрпризы. Короче, мне точно не подходит эта видеокарта с такими приколами, да и отдавать ее будет крайне сложно,
обратно в Китай, пока там примут, пока это все проверят. Короче, поэтому я отдаю подписчикам эту видеокарту. Кто имеет дома Full HD мониторы, я подарю вам эту RX 580. Просто напишите мне в личку ВК, я почитаю вашу историю, и кому будет нужнее, я, конечно же, отдам эту видеокарту бесплатно, без проблем. Вот и все. Короче, все было нормально. Я даже думал оставить себе эту RX 580, чисто, знаете, про запас. Мало ли, однажды там, не знаю, пригодится, но вот не судьба, мы нашли вот такие проблемы, под мой монитор она точно не подходит. Так что можно где-то местами даже отчасти похвалить китайцев, что отличное решение сделали для Full HD мониторов, а с иной стороны карта вообще не работает нормально на высоком разрешении. Точнее, она работает, даже выдает на средних в Rainbow 6 там целых 60 кадров, но постоянные отвалы картинки все очень серьезно портит. Причем это не отвал, прям знаете, фатальный видеочипа, а проблема именно с коннектором DisplayPort на самой видеокарте. Вот такая вот, в общем-то, получилась у нас печальная история. Если вам было интересно это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь. Я буду еще обязательно покупать такие вот странные девайсы с Озона. Ну, а так, в целом, наверное, уже будем на этом заканчивать. Спасибо, что смотрели, и до новых встреч на канале. Всем удачи и не болейте. Пока-пока.